Добрый день, друзья! Канал Кубача Official. Продолжаем вас знакомить с нашими изделиями. Сегодня у нас в обзоре классический кубачинский серебряный кинжал. Вот так вот он выглядит в раскрытом состоянии. В закрытом в ножнах, когда он находится. Длина его 40 сантиметров. Он считается небольшой. Это такие самые маленькие кинжальчики. Ну, начнем, наверное, с ножен. Ширина 3 сантиметра. Ну, вот в этой широкой части 3,5 сантиметра. Здесь дырочка находится, через которую пропускается цепочка серебряная. И в одетом состоянии он вот так вот у вас может висеть на стене и украшать. Ну, как говорится, всегда в домах горцев такие кинжалы, сабли, шашки украшали стены. Вот. И, значит, длина 40 сантиметров, ширина 3 сантиметра, вес примерно 320 грамм, 875 проба серебра. Полностью все сделано из серебра, кроме клинка. Вот это лезвие, это сталь, каленая сталь. Значит, тоже вот с такими узорчиками. Ну, давайте сначала мы вот рассмотрим, как сделаны у нас ножны. Значит, ножны сделаны с двух сторон. Узор разный. Изнутри это все, значит, снаружи металл, изнутри деревянные такие вот вставки, для того, чтобы лезвие ровно туда аккуратно заходило. И вот такой вот мелкий. Все это гравируется мастером. Вообще изначально весь кинжал делается полностью вручную. Плавится металл, слиток металла. Значит, плавится, раскатывается, делаются вот такие формы. Эти формы спаиваются вот в этих местах из двух вот этих форм. И в дальнейшем все это вот рисуется узор. И по узору мастер уже делает вот такую вот сложнейшую гравировку. Тут и элементы чернения есть. Вот видите, вот это вот чернение, это такой горячий порошок. Значит, мастер вот вырезает такие борозды, туда засыпает порошок, горячая чернь при температуре 800 градусов. Он растекается, заполняет нужные мастеру борозды, полости и образуя на контрасте вот такой красивейший узор. Весь буквально он изрезан рисунком. Нет практически живого места. Это ножны. Здесь вот такие вот шахматные в клеточном порядке. Ну и венчает все это такая пика. Тоже все из серебра. Такая как наконечник. Это лицевая сторона. А это вот изнаночная сторона. Обратная. Тоже такой же. Немножко более другой рисунок. Более мелко все. И чернение преобладает. И вот такие полоски в виде гравировки. Это что касается ножен. Значит, сам кинжал. Лезвие. Вот такая вот каленая сталь с нанесением вот такого вот рисунка. Очень красивый, тоже сложный рисунок. Сталь очень прочная. С двух сторон рисунок. Рисунок не сойдет практически никогда. Все это делается во время закаливания. Ручка также сделана из серебра. Здесь вот такие вот наконечники, которые, когда она в руке, видимо, не дают соскользнуть руке. Вот такая вот работа, очень сложная работа. Здесь идет тоже чернение, гравировка. Рисунки с двух сторон разные.
Даже вот здесь есть гравировка и чернение. В таких изогнутых местах делать чернение очень сложно, так как горячая чернь в жидком состоянии она растекается, а в твердом состоянии уже ее гнуть нельзя, она трескается, она застывая образует как камень такой состав, поэтому гнуть ее уже нельзя, и делается это все в изогнутом состоянии. А в изогнутом состоянии жидкость очень сложно вот так вот загнать в такие вот рамки. Вот такая вот ручка у кинжала. Несмотря на то, что работа сувенирная, сделано все очень добротно, все очень качественно. То есть можно, в принципе, его и использовать, как говорится, если там кто-то на охоту захотел. Правда, он не заточенный, но сделано все очень качественно. Вот эти места, если, в принципе, заточить. 875-я проба у кинжала. Также спокойненько это все периодически надо протирать маслом лезвие. Ну, раз хотя бы в полгода или в год. Так как все-таки сталь, со временем могут какие-то здесь появляться. Лучше протирать раз в полгода, раз в год. Машинным маслом смазывать его. Вот. Значит, более подробная информация у нас на сайте. Ссылка на сайт под видео в описании. В левом верхнем углу наш логотип. Заходите на наш сайт. Подробная характеристика, полностью цены, вся информация у нас на сайте. Также периодически можно мыть вот эту вот всю часть. Тряпочкой нанесли, значит, можно хозяйственным мылом на мягкую губку, потерли, смыли, вытерли. Все это моется, чистится. Серебро очень любит уход. Ну и, конечно, в ухоженном виде оно все вот так вот благодарит такой красотой. Такой вот кинжал. Их очень много у нас в магазине. Заходите, смотрите. Есть и с драгоценными камнями, есть и с очень сложнейшее сочетание там драгметаллов, и кожи, и кость. И очень много всяких таких вот наслоений. Поэтому этот кинжал более такой считается самая простая работа. Одна из самых таких несложных. Хотя, конечно же, если вот так вот все вглядеться, сложнейшая работа, но имеется в виду, что есть гораздо сложнее работы. Все они у нас на сайте. Заходите, будем рады вас видеть. Ставьте отзывы. Также подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Ждем вас снова на нашем канале. До скорых встреч.